Голосуй, не голосуй, все равно получишь хуй. По данным ВЦИОМ, 70% россиян уже готовы проголосовать по поправкам в Конституцию, при этом больше половины из них проголосуют положительно. Мэрия Москвы заявляет, что уже около миллиона москвичей зарегистрировались на электронное голосование, а к 1 июля их станет еще больше. Более 80% респондентов уверены, что на самом участке они коронавирусом не заразятся. Да и сам ЦИК передумал тестировать членов избиркомов, они ограничатся масочным режимом и социальным дистанцированием. Митинг против поправок мэрия Москвы не согласовала, заявив, что на 27 июня ожидается неблагоприятный прогноз по коронавирусу. Как считает журналист «Новой газеты» Илья Азар, у современного россиянина остается все меньше способов проявить гражданскую позицию, а к осени ситуация только ухудшится. Меня зовут Илья. По профессии я журналист. В последнее время еще работаю депутатом, если можно это так назвать. Политикой никто не хочет заниматься, потому что это бессмысленно. Люди, которые участвовали в выборах, они пытаются заниматься политикой в стране, в которой политики нет. Слушай, нет сменяемости власти, все, в этом смысле это все бессмысленно. Но это не значит, что ей заниматься политикой не надо. То, что большая часть народа не хочет, чтобы Путин был еще 12 лет, я верю. Судя по тому, как это все было сделано, основная идея была именно продление полномочий, возможность продления полномочий еще на 12 лет. Поэтому я не знаю, что объяснять-то. Вот мы с тобой сейчас поправки не приняли, можем сейчас пойти пожениться. Правда же? Сейчас внесли в Конституцию, что нельзя, до этого, видимо, было можно. Я вообще призываю голосовать против. Вдруг оно повернется как-нибудь иначе. Во-первых, по-моему, недовольство ментами на максимальном уровне уже есть. Где оно, извините. Где это недовольство? Я его давно жду, где оно? Если поправки примут, Владимир Путин получит возможность переизбираться президентом России до 2036 года, а затем сможет перейти в Совет Федерации, где получит полную неприкосновенность со всеми вытекающими. В 2012 году уже меняли Конституцию под президента, тогда срок в кресле увеличился с 4 до 6 лет. Подобные изменения происходят во многих странах постсоветского пространства, например, в Беларуси или Казахстане, а также в некоторых африканских республиках. Меня зовут Алексей Шишенин. Я политолог. Начиная с 2000 года у нас политика как таковая исчезла. Власть стала, в общем, в значительной степени авторитарной в стране. Получается, что у нас единственный легитимный представитель от народа – это президент. Он назначает министров, он назначает армию. По факту через него назначается Госдума, по факту через него назначаются губернаторы. И сейчас у него катастрофически падает рейтинг. Скорее всего, Путин уже не понимает той реальности, в которой живет наше государство. У нас крайне низкий уровень жизни, он продолжает падать. Более того, сейчас пойдет, он падал уже 6 лет, сейчас пойдет резкий спад вниз, и потом он опять продолжит падение. У нас фактически осталось два варианта. Мы идем к Северной Корее, мы идем к Германии. Мы перестали быть частью мира. Те люди, которые находятся у власти, и обычные люди, они должны все-таки проснуться и понять, что они хотят, куда они хотят двигаться. Если там что-то произойдет с Путиным, спонтанно, то есть начнется моментально борьба кланов, и борьба кланов будет очень серьезная. Это будет примерно 90-е годы, только не будут стрелять, будут сажать. В том, что народ проголосует за, уверены почти все. Эксмо уже даже выпустила текст Конституции с уже внесенными поправками. Его можно купить практически в любом книжном. В московском штабе обещают разобраться с так называемым назойливым информированием, когда сотрудников школ, библиотек и даже музеев в добровольно-принудительном порядке просят проголосовать за поправки в Конституцию. Меня зовут Андрей Винокуров, я журналист, корреспондент «Коммерсанта». Честно, огромная административная мобилизация идет. Просто колоссальная. Эти выборы – это мечта политтехнолога. Можно делать все, что раньше ты не мог. Можно голосовать там. Мне источники рассказывают, что заводы голосуют. К ним приходят на участок, к людям, на заводе. Они заранее в МФЦ перекрепились, и у них там голосуют. На выборах такое нельзя было делать, а тут можно. Тут тебе простор просто для административной мобилизации. Я считаю, что тем, кто против, они должны именно не бойкотировать, все-таки а идти голосовать. Пусть этот коммунист, но а ты либерал, но вы против. Так, и если даже их будет 30-40%, то то количество, с которым вообще-то надо считаться. Потому что те, кто придут и скажут против, они никуда не уйдут. Помимо президентской поправки есть еще поправка о Боге, его станет больше, чем раньше, поправка о гей-браках, поправка об исторической правде, еще огромное количество других поправок, которые считаются авторитарными и даже репрессивными. Однако основная проблема с ними в том, что люди до сих пор не понимают, зачем они нужны, а значит и выполнять их будут спустя рукава.
Правильные поправки, которые нам помогут в жизни. Это самое главное. Сколько вам платит КГБ? Я против. Я против. Я против. Гениально! Конституция дала хорошие права, хорошая конституция. Мне без разницы, честно говоря. Любые поправки, что по кайфу, короче. Нам без разницы. Но если бы частичные поправки были, было бы круто. Да, я думаю, нужно голосовать против. Мне кажется, что нельзя ходить туда вообще даже. Против. Ну, у каждого своя точка зрения. Стоит идти, но голосовать не за. Благодаря поправкам в России нельзя однополым браком быть. Это раз. Люди против этого, хотя им плевать.